Вот и подошла к концу история Sonic Frontiers, за которой мы следили целый год и еще полгода ждали с нетерпением ее выход. Пару дней назад релизнули последнее бесплатное дополнение, которое уж точно все ждали, и это стоило того. Разрабы дали возможность играть за друзей Соника, исправили финальный остров с боссом, но чего-то я немного поторопился. Обо всем по порядку. Всем привет! С тобой Андрей Марас и обзор последнего дополнения к игре и как оно меняет впечатление о самом финале. В предыдущую пятницу вышло это долгожданное дополнение, о котором все узнали спустя пару дней с релиза игры благодаря внутренним файлам, которые Sonic Team так и не удосужилась удалить, чтобы во время официального анонса дополнения был создан ажиотаж, тем самым увеличив продажи игры, потому что ее ПК-версию до сих пор еще не взломали, а на взломе Switch на 2К мониторе с мылом играть совершенно не хочется, особенно с таким дополнением. Оно вписано в основную игру так, что Соник прыгает в большое кольцо, и эта часть игры называется как альтернативная история. То есть финал, при котором мы уничтожаем погибель Камом, является каноничной. А что тут будет твориться? Альтернативщины киберспейса. Но что такое этот ваш канон в Сонике, я не знаю. Поэтому мы сами вправе считать, что для нас канон, а что высер Кишимота. Первым играбельным персонажем станет Эми. Изначально я представлял это дополнение по типу основной игры. Идет сюжетка одного героя, и пока она не закончится, не дадут сыграть за другого. Но это не так. Нам часто будут менять играбельных персонажей 2 раза, отчего и геймплей не успеет наскучить. Также всем им завезли собственную систему прокачки скиллов, основанную на скиллах Соника. Но очки получить стало гораздо проще. Эми в воздухе может левитировать, так же как и в предыдущих играх. Но если ранее она это делала своим молотком, то теперь она создает вокруг себя ауру из карт Таро и с помощью них левитирует. Эх, бедная Эми. Sonic Team все не может определиться с ее скиллами. То Пика-Пика Levitation, теперь Таро, а в Суперстарс просто двойной прыжок. Без опар. Следующим ее скиллом является карточный удар. С помощью него, когда Эми находится в воздухе, она может совершить резкий рывок вниз и нанести урон вражеской цели под ней. Кибермолот даст возможность Эми сильно ударить по земле, создав разрушительную волну в виде сердца. Но тут ничего нового не было придумано. Самый привычный для нее скилл, хоть он и стоит крайне дорого. Есть еще одна обилка, с помощью которой Эми может передвигаться быстро. Когда я ее впервые увидел, то меня сразу стало преследовать некое чувство, будто я такое уже где-то видел, но вспомнить никак не мог. Но вот сейчас, все-таки я вспомнил, где я это уже видел. И это... из Звездных войн. Может, я что-то пропустил и в каком-то сониковском проекте что-то похожее было? Подскажи в комментах. А то я не могу воспринимать это как что-то серьезное, оригинальное. Иначе припишу Эми к фанам ЗВ. Но пока Эми выбирает между ситхами и джедаями, Наклз остался собой. Ему оставили карабкание по стенам. Спойлер, он только по специальным платформам может карабкаться. По склонам гор нет. Планирование, которое поначалу активировано было испытанием для пальцев, также было базовой обилкой. С помощью нескольких прокачек можно довести атаки Ехидны до привычного тройного и завершающего удара кулаками. Резкий рывок вниз, как и с Эми, надо прокачивать, но его можно довести до жаркого удара. Тогда во время удара по земле будет создана взрывная волна, которая наносит огромный урон по площади. Есть похожая обилка, когда он находится на земле и ударяет ее, создавая тем самым огненную волну, которая по площади наносит усиленный урон, и называется Кибер Наклз. Есть у него еще интересный боевой скилл, когда он становится буром, в прямом смысле слова, и атакует врага, нанося очередный урон, типа как анимешный скилл у Соника. И наконец, третий герой, Тейлз. Если над Эми подзапарились, с Наклзом наоборот начали со старых игр взяли, то Лис вообще собрал все рофло-скиллы в этой игре. Если ты играл во Frontiers и не занимался имбовой рыбалкой для добычи гаечных ключей Тейлзу, то ты точно задолбался их собирать по всей карте и не раз задумывался, что он с ними будет делать. Ответ убил. Он просто будет их кидать, и это будет считаться его атакой, но она прокачивается за очки. Базово ему доступен всеми известный полет хвостами. Причем я хочу отметить, что впервые за все сониковские игры он летает не 5-10 секунд, а потом устает, а бесконечно. Как это и должно быть. Тейлз во время полета не устает. Шок. Но не все так радушно. Конечно, он летит долго, но он не может менять высоту, кроме как вниз. Высоту лисенок набирает только во время перехода в состояние полета, к сожалению. Скорее всего, это было сделано, чтобы игрок не улетал вверх, ломая игру, либо заставлять проходить игрока весь паркур, созданный для Тейлза, а не перелетать его. Вроде бы баланс соблюден, но разрабы опять ломают геймплей Тейлза, делая его имбу, а именно циклон. А? Не расслышал? Окей. Тейлз скиллом создает циклон.
самолет из Sonic Adventure 2, с помощью которого может спокойно передвигаться вверх, ломая все его испытания и ограничения на полет. Что встретить его во фронтах просто неожиданно. Вдобавок к этому он может им еще и атаковать. Жесть. Карточный транспорт Эми просто курит в сторонке. Жаль, что он еще не может сложиться в автомобиле и гнать на всю скорость по земле быстрее Соника, ведь этот скилл работает как буст. Удивлен циклону? Могу еще кое-чем удивить. Для удара с воздуха по земле Тейлз использует не пика-пика с кулаками, а отбойный молоток. Как, что и почему, известно только Всевышнему. Когда я это впервые увидел, то угорал минуты 2. Но по факту для такой атаки Тейлсу толком и нечего дать. Если есть окололорные идеи, подскажи. Еще в игре присутствует один смешной скилл. Парирование у всех типичное. Ну, типа рукой отбивает. Но Тейлс, как местный слабачок, не может себе такое позволить. Поэтому он парирует пружиной. Блять, он ебаный гений. Не можешь отбить? Пусть враг сам себя отбивает. Либо же он украл разработки Эгмана из Соника CD. Но не будем, пожалуй, расстраивать папашу. Пусть он побудет в неведении. Не пойми неправильно. Я сижу и угораю не с того, что все плохо, а с гениальности некоторых решений, которые в здравом уме сюда не впихнешь. В любом случае игра должна веселить, и она с этим справляется. Пока что. Вместо ближнего боя и хоминга Лису дали пушку, которая метает небольшие гранатки. Этакий подрывник из Team Fortress 2. По мере прохождения дополнения каждый персонаж собирает по 2 изумруда хаоса, а также отыщет спрятавшихся Кока, как и в основной игре. Для того, чтобы понять, для какого героя создан тот или иной квест, стоит присмотреться к цвету платформ. Розовый, значит он создан по Эми и ее способностей. Красный, тут пройдет только Наклз. И оранжевый для Тейлза. Есть еще один тип платформ, фиолетовый. Это показывает, что он преграждает путь и его можно разрушить. Сам геймплей с паркуром и испытаниями полностью создан на основе игры за Соника. И он имеет точно такие же минусы. Персонажи ведут между собой диалоги, но их крайне мало. Но и то я бы не сказал, что они живые. Типа говорят, и все. Жестикуляции и химии по минимуму. Даже тех кринжовых нет. Я же неспроста про сюжет ничего не сказал, а сразу перешел к самим персонажам. Просто тут нечего обсуждать. А основной посыл заключен в том, поможем Сонику собрать изумруды, а то без нашей помощи он не сможет. Но не стоит забывать, что первое слово в названии игры Соник, и за него нам дадут поиграть с его старыми скиллами. Наша главная задача – активировать 4 башни для разблокировки финального босса, которого мы будем бить в супер форме. Даже Эгмана Сейдж вытащил из киберпространства, и он только и сделает, что найдет изумруд и выстрелит в главного босса игры. На этом моменте я уже был на 100% уверен, что последний остров с оригинальной игры должен был выглядеть так же, как это DLS. Все, что было на нем, перекочевало сюда в неизменном виде. И если вспомнить, как они движок 3 года пилили, который все еще не идеален, а потом год на игру потратили, то закрадывается чувство, что что-то тут не так. Тут даже гением не надо быть, чтобы понять, что изначально игра в таком виде и планировалась. Но Sega их настолько поторапливала, что на выходе получили слитый финал. И если вспомнить мое вступление в начале, что это типа альтернативная история, а не истинная концовка, то предположение подтверждается. Ведь так Sonic Team признается, что выпустила недоделанный продукт. Но такой финал все же стоило ждать. Мы за Супер Соника, а потом голубоглазого Кабер Соника били сперми, подпитываемого энергией погибели. Я играл на максимальной сложности, и он был действительно сложным. Зачастую из-за кривой камеры и наведения на голову, а не в гребаный кабель, чтобы отключить Суприма от хилки. Но это все еще продолжение недочетов самой игры, а не дополнения. И для объективной оценки стоит это учитывать. Зато Final Kill, когда Соник помещался в пушку, было топовым. Я на этом моменте сидел и наговаривал: давай, начни крутиться на месте. Давай, как Sonic X. Ну ладно, нет так нет. Особенно было приятно пройти насквозь эту долбаную погибель, которая заруинила послевкусие оригинальной игры. Но и тут закрадывается чувство слитого босса. Ее представляли как нечто сверхмощное, за гранью нашего понимания. Но тут погибает от одного выстрела. Ну что сказать, тут скорее проблема подачи антагониста и его способностей. Любое ее убийство будет расцениваться как сценарный слив. Но если упорно подумать и представить, какое будет идеальное уничтожение погибели, то... Точно! Я могу ошибаться, но в этом DLC я смог услышать только 4 музыкальных трека. Это тема Эми, Наклза, Тейлса и кавера «Я здесь».
Тема каждого героя имеет несколько треков, но они схожи между собой и сильно не выбиваются. Разница только ощущается при сравнении с темами других героев. Про финальную тему я боюсь говорить, нравится она мне или нет. Я пока нахожусь под ее впечатлением и финальным боссом, и пока эта музыка занимает топ-1 в моем плейлисте бега. Как ты знаешь, больше всего мне нравится находить какие-либо мелкие детали, ибо именно они показывают, как сильно разработчики вкладывали силы и энтузиазм в игру, и Final Horizon есть чем похвастаться. Не могу больше терпеть! Думаю, ты точно знаешь о существовании бага на бесконечный полет Наклза в буме с помощью выхода в главное меню. Что самое смешное, и тут есть этот баг. Но теперь даже и без пауз. Просто закликиваешь кнопки и Наклз сам поднимается наверх. Как математик ставлю физике 11 из 10. Есть еще один прикол, связанный с ним. Во время нахождения Кока, Эми нежно к нему относится. Тейлз хакает его планшет, а Наклз, как заядлый Джоджо-фан, который слышит что-то негативное в свою сторону, сразу же начинает пить педал Кока как не в себя. А тот, в свою очередь, только кайфует от этого. Я только сейчас проникся абсурдностью ситуации, мне стало как-то неудобно. Пожалуй, оставлю их наедине. Пусть вдвоем так развлекаются. Киберсонику дали дополнительные супер-дупер-мега эпические обилки, как уклонение в стиле Shadow, а также щелчок смерти, после которого врага тупо сплющивает. Это то, чего я так долго ждал. Брутально в мега сложной битве с боссом, чтобы показать, кто тут плох и кто супер ёж. Сражаться за Тейлза все еще сложно, из-за отсутствия хоуминга и ближней битвы. Вместо этого метает свои ключи, нанося маленький урон, либо же циклоном, которым целиться крайне сложно, а если впендюрить в него лазер, то про точность попадания вообще можно забыть. Но с Тейлзом все не так идеально. В процессе игры я сразу это заметил. Во время использования способностей Циклона и Бура они обретают вид осязаемого предмета. Это очень сильно выбивается из лора, созданного самими же издателями, как будто на это очень сложно наложить фильтр гличей. На тех же картах Эми такой проблемы не наблюдается. Это же распространяется и на Бур Наклза, но это не так сильно заметно, потому что это боевой скилл и используется только в бою с осязаемым врагом. Нам попытались объяснить, что это за таинственные символы, которые всегда суют под и ничего не говорят. Оказывается, согласно религии древних, это обозначение их божества, которое охраняло их от погибели. И все, больше ничего об этом не сказали. Будет смешно, если я перевел совершенно неправильно и не символизирует кое-что другое. Но кого это парит? В игре пару слов об этом сказано, а значит и разрабам по барабану на это. В качестве рофла каждый раз акцентируют внимание на них. Многие задавались вопросом, что тут делает Биг? Неужели он попал в киберпространство и смог выбраться с него? Ответ оказался намного проще. Когда Соник попал в киберпространство, его разум был загружен в общее облако. И мир с Бигом является проекцией памяти Соника о коте и безмятежных временах. Неизвестно почему именно он, а не что иное, но хотя бы мир Бига смогли вписать белыми нитками в киберпространство, чтобы ответить хоть на парочку вопросов игроков. В финальной битве во время кастования брони для Экмана вся наша троица вдруг резко научилась летать. Спишем на всеми любимую силу дружбы, ведь и сам Соник от бессилия вышел из суперформы, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся в свою ультимативную форму. Вот и все, что я хотел рассказать о дополнении. Пока все ее ругают, я скажу, что она топ, заслуженные 9 из 10. Если, конечно, абстрагироваться при оценке от проблем с основной игрой. Иначе все еще слабенькие 6 из 10. И рекомендую всем в нее сыграть, если, конечно, она у тебя есть. Но насчет эмулятора даже и не знаю. Там с графикой и кадрами до сих пор все очень плохо. Я потратил на прохождение всего дополнения около 9 часов размеренного исследования. И 2 попытки на финальном боссе и последних 2 мини-боссиков испытания. Поэтому есть чем заняться игроку. А с вами был Андрей Марас, и как бы дополнение не было хорошим, баги основной игры сильно портят впечатление. Things that I could never have explained.